Давайте посмотрим лайв «Богемской рапсодии» и поищем, чего мы можем подчерпнуть в вокальной технике Фредди Меркьюри. Первая фишка, которую можно взять отсюда, это такой явный сброс лишнего воздуха после того, как он пропевает первую строчку. Мама! 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 То есть он заканчивает слово «мама» с таким явным сбросом воздуха. Он бы мог спеть «Мама! Мама! Мама!». Этот сброс воздуха может быть полезен для развития опоры, потому что он сам по себе провоцирует мышцы пресса и диафрагмы на импульсное движение, что помогает в некоторых случаях лучше ощутить эту мышечную работу. Культовый эпичный момент в этой песне. Здесь на верхнем звуке Фредди округляет звук А, мама, в звук О, мамо. Это практически мама. Данная фишка помогает ему легче взять эту ноту и сохранить микстовую позицию. Невозможно не заметить, что Фредди постоянно поет на очень явном оскале. Я предполагаю, что по большей части это связано с особенностью строения черепа Фредди. Данный прием, оскал, либо растягивание губ в горизонтальной улыбке, либо просто оскал верхних зубов, провоцирует гортань подняться, делает звук более светлым и кричащим. Его сложнее микстовать в такой настройке, и она будет провоцировать нас на то, чтобы тащить грудной звук наверх. Раньше я использовал этот прием, но сейчас именно от горизонтальной вот такой улыбки я отхожу, потому что она провоцирует белтинг. В данном конкретном случае у Фредди сбалансированный звук, он не давит грудь жестко наверх. И почему я говорю об этом оскале? Потому что применять этот прием, как мне кажется, нужно очень осторожно и сознанием дела. То есть более здоровое и безопасное применение для голоса белтинга будет в том случае, если ваши голосовые связки изначально будут не зажаты. Проверить это можно таким способом. То есть, если мы всегда можем уйти в легкий головной звук, это означает, что наши связки спокойно растягиваются. И когда мы поем в белтинге, комфортные ощущения работы голосовых связок у нас должны сохраняться. Едем дальше. Это, конечно, крутейшее исполнение, и если обратить внимание, во втором куплете, когда Фредди поет на улыбке и на оскале, гласные звуки он формирует похожими на и на О. Даже звук у него всегда либо стремится к О, либо стремится к Сейчас перемотаем, посмотрим. Но, в общем, это позволяет ему сохранить объемность в звуке при использовании вот этого оскала. И это на самом деле очень важная штука. Она не бросается в глаза, но как раз таки настройка голосового тракта в звук или в звук О, она позволяет применять вот этот интенсивный белтовый режим
безопасно для голоса и с сохранением объема. То есть, сейчас я перемотаю, чтобы в какой-то момент более явно заострить внимание на нем. Goodbye, everybody, goodbye. Здесь я слышу голосовую настройку, похожую на звук То есть goodbye, не goodbye, goodbye, everybody. Вот это на I don't wanna die, она на самом деле спета в позиции Hey, hey, I don't wanna die. Ну, вот такие нюансы я вижу здесь сейчас. В общем, итого, что можно подчеркнуть из данной записи? Резкий сброс воздуха помогает почувствовать и законтролировать опору лучше. Mama, just kill the man. Можно делать это утрированно в образовательных целях, но, в общем-то, это помогает. Штука хорошая, если нужно как-то лучше ощутить, используете ли вы опору в данной конкретной ситуации, или если вы чувствуете, что вам не хватает опоры, попробуйте специально сбросить воздух в конце фразы. Это будет вас провоцировать, это будет вас буквально толкать на большее вовлечение опоры. Следующий момент. Белтинг и пение на оскале. Оскал провоцирует гортань подняться и сделать звук более светлым. Чтобы он не стал слишком плоским и резким, нам нужно сбалансировать резонанс. Сбалансировать резонанс мы можем за счет поднятия мягкого неба, то есть нам нужно этот более светлый звук сделать более объемным. Для того, чтобы сделать его более объемным, нам понадобятся звуки и О, потому что они провоцируют мягкое небо подняться, и того гортань у нас поднимается, мягкое небо в свою очередь тоже поднимается, и мы получаем больше объем в голосовом тракте. То есть будет неудобно тащить звук в белтинговую настройку таким образом. Он будет слишком плоским и противным. И он будет толкать гортань на зажим. Напротив же звуки и О. Они в силу того, что они более широкие, более темные, будут провоцировать наше мягкое небо подняться. И вы получите объемный и мощный звук с использованием оскала. Вот, поэтому, если хотите развить такую технику, попробуйте тренироваться со звуками со звуками О. Также для данной техники нужно очень хорошо контролировать опору, потому что это интенсивная работа. И при работе с такими белтинговыми звуками ни в коем случае не должно быть придыхания и воздуха, потому что связкам важно плотно сомкнуться. Если вы начнете использовать дополнительный воздух и придыхание в таком типе звукоизвлечения, вы можете испортить голос. Поэтому если мы белтим без придыхания. Это обязательная техника безопасности.